Всем привет, с вами Юнусов Павел, и в этом уроке мы будем делать обработку в стиле Grime Art на телефоне. Работать буду в приложении PixArt. Очень удобное и хорошее приложение для обработки изображений. Оно бесплатное, и вы легко сможете найти его по названию и скачать его в Play Market либо в App Store. Итак, открываем приложение и нажимаем на плюсик, чтобы начать работать. Поверну отображение экрана на горизонтальное. Если у вас в телефоне есть акселерометр, то просто поверните телефон, и изображение тоже повернется. Но можно работать и с вертикальным форматом. На результат это никак не повлияет. Продолжим. Сейчас нам предлагают выбрать изображение с телефона, с которым будем работать. Выбираю последнюю загруженную фотографию и жму на стрелочку. Далее выбираю способ обработки изображения. Мы будем рисовать, и поэтому выбираем соответствующий пункт. Нажимаем на панель слоев, и у нас уже имеется два слоя. Один слой с фотографией, а другой пустой. Зальем пустой слой белым цветом, нажав на изображение заливки и выбрав нужный цвет. Затем перетаскиваем этот слой под слой с фотографией. Выбираем фотографию и убавим ее прозрачность для удобства рисования. Это действие не обязательное, так как у многих могут быть и без того очень светлые фотографии. Затем создаем еще один пустой слой, на нем будем рисовать. Нажимаем на панель слоев, чтобы скрыть ее. Потом нажимаем на кисточку и настраиваем ее. Нам понадобится обычная круглая кисточка. Диаметр подбирайте, исходя из вашей фотографии. Рисовать буду при помощи стилуса. Как сделать простой стилус в домашних условиях, можете посмотреть в данном видео. Увеличивать, уменьшать и перемещаться по изображению можно при помощи двух пальцев. Если касается один палец, то будет рисоваться линия. Итак, обводим только участки с кожей. В данном случае это лицо и шея. Волосы и одежду оставляем. Контурная линия не обязательно должна быть идеально ровной и плавной, но и слишком кривые линии тоже не стоит делать. На этом слое нарисуем основные линии, а потом создадим отдельный слой для подтеков. Начну с глаз и бровей. Обвожу основные линии. Затем перехожу ко второму глазу. Также обвожу его по контуру. Если линия не получилась, то можно отменить последнее действие, нажав на стрелочку. И попробовать нарисовать линию еще раз. Обводим вторую бровь и переходим к носу. Обводим у него крылья и нижнюю часть, затем переходим к губам. Теперь я введу внешний контур. Нарисую основные линии уха. Характерные складки на лице тоже обводим на этом же слое. Добавлю пару линий на нос, чтобы он не казался таким плоским. На этом же слое нарисую большие круги вокруг глаз. Верхняя часть линии будет проходить между верхним веком и бровью. Также нарисую складки на лбу. Немного хочу изменить форму одного круга вокруг глаза. Для этого воспользуюсь ластиком, убираю ненужные линии и рисую их заново. Брови закрашиваем черным цветом. Нажимаем на панель слоев и убавим прозрачность слоя с контуром. Затем создаем новый слой для потеков. И скрываем панель слоев.
Выбираем кисточку черного цвета с теми же настройками и начинаем рисовать потеки. Лучше начинать сверху и постепенно спускаться. Старайтесь рисовать потеки и капли разного размера и разной формы. Так будет смотреться намного интереснее. Можно добавлять просто полосочки между каплями и потеками. Также интересно смотрятся фрагменты, в которых потеки выходят за границы основного контура или затекают на другие элементы. Теперь переходим на слой с основными контурами. Выбираем ластик, настраиваем его толщину и убираем ненужные линии, которые находятся под потеками. Открываем панель слоев и восстанавливаем непрозрачность слоя с контурами до 100%. Создаем следующий новый слой для цвета. Он должен располагаться ниже слоев с контурами, но выше слоя с фотографией. Скрываем панель слоев, нажимаем на кисточку и подбираем нужный цвет, которым будем закрашивать кожу. Для удобства можно отключить видимость фотографии, нажав на глазик у соответствующего слоя панели слоев. И теперь закрашиваем все участки кожи. Стараемся не выходить за границы нарисованных контуров. На этом же слое закрасим глаза белым цветом. Круги вокруг глаз с губами закрашиваем дополнительным цветом. Создаем еще один новый слой для теней. Располагаем его выше слоя с цветом. Переключаем режим наложения на затемнить. Убавляем прозрачность этого слоя.
И кисточкой черного цвета рисуем тени под потеками и на лице с той стороны, где эта тень нужна. Например, можно нарисовать тень в верхней части глаз от бровей, падающую тень от носа и тень на шее. Но в общем-то можно и не рисовать тени и сохранить изображение на предыдущем этапе. Переходим в панель слоев, включаем видимость слоя с фотографией и восстанавливаем непрозрачность этого слоя. После того, как обработка закончена, можно сохранить проект, нажав на галочку и выбрав соответствующий пункт. Сохранить изображение можно, нажав на эти три точки и также выбрав соответствующий пункт. Данная фотография взята из альбома из нашей группы ВКонтакте. Если вы хотите, чтобы в следующих уроках использовалась ваша фотография, то вступайте в группу и закидывайте фотографии в соответствующий альбом. Ссылка на группу в описании под видео. А на этом у меня все. С вами был Юнусов Павел. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.